Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу про приметы и традиции на Ореховый Спас. Название праздника. Третий Спас. Ореховый или хлебный. После службы в этот день верующие освящают зерно нового урожая и орехи. Где-то, как, например, в Черноземье, где лесов мало, в храмы в этот день издавна несли пшеницу и рожь. А в северных регионах, где не такой богатый урожай хлеба, люди освящали орехи, которыми богаты местные леса. Отсюда и двойственное название праздника. Как празднуют Ореховый Спас? В сам день Третьего Спаса после божественной литургии духовенство совершает молебен с освящением воды, а после освящает принесенный верующими урожай. В народе в этот день продолжаются гуляния, которые начались накануне с завершением Успенского поста, в честь Успения Богородицы. Однако гуляют в основном в городах, а в деревнях начинаются работы. Традиции на Ореховый Спас. Праздник Орехового Спаса считается народным, потому что именно в это время заканчивается жатва, собираются орехи и другие дары природы, лето постепенно уходит, а количество работы в полях и на огороде уменьшается. Раньше в этот день принято было устраивать ярмарки. На ярмарках можно было встретить изобилие различных тканей, за которыми охотно приходили селяне, так как в народе бытовало мнение, что в этот день нужно что-то приобрести из тканей. В народе существовала поговорка: «Первый спас на воде стоят, второй спас яблоки едят, третий спас на горе полотна продают». С Ореховым Спасом связано немало народных традиций. В этот день было принято печь хлеб из освященного зерна. Потом им угощали соседей и всех нуждающихся. Крестьяне делали заготовки на зиму, собирали орехи и делали из них настойку. Считалось, что она будет иметь чрезвычайные лечебные свойства. Настойка из перегородок грецкого ореха помогала при простуде и болезни суставов. Кроме того, верующие ходили в лес, чтобы узнать, каким будет следующий год. Если насобирал большое количество орехов, то следующий год будет плодородным. Если улов небольшой, то следующий год будет скудным. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб. Если орехи были спелыми, то это к теплу. Если незрелыми или гнилыми, то быть дождям или сильной засухе. Также в старину на праздник освящали новые колодцы. А в деревнях обходили троекратно родники, совершая ритуал закрытия теплого времени года, чтобы водоем вдруг не замерз зимой. А девушки в селах устраивали гадания на суженого. В этот день принято засушивать ветки орешника и делать из них веники для бани. Заканчивают день традиционно мытьем в бане. Если бани нет, то обязательно нужно помыться. Говорят, что если этого не сделать, можно взять с собой старые проблемы и неудачи. Что светят на Ореховый Спас? На Ореховый Спас 29 августа принято освящать в церкви орехи и хлеб, выпеченные из муки нового урожая. Так же, как и на другие праздники Спаса, верующие несут в церковь фрукты нового урожая, воду и мед. Раньше, после освящения продуктов, люди шли домой и накрывали богатой угощениями стол, на котором обязательно должна быть ореховая настойка, свежий хлеб и пироги с фруктовыми начинками. Празднования были пышными и шумными, так как строгий Успенский пост закончился и можно было устраивать богатые застолья. Гадания и ритуалы на Ореховый Спас. Ритуал от сглаза. Чтобы снять сглаз, сорвите с куста или дерева 2 ореха. Первый съешьте, а второй отдайте первому, кого встретите. Гадание на орехах. Первый орех, сорванный на Ореховый Спас, подскажет, какой год ждет. Спелый и сладкий орех означает, что тебя ждут хорошие новости, приятные встречи и большая любовь. Неспелый орех означает, что скоро ты узнаешь кое-что очень важное. Гнилой орех говорит о том, что скоро случится что-то плохое. Горький, гадкий на вкус орех означает, что будут незначительные проблемы. Приметы на Ореховый Спас. Если же к празднику выдался богатый урожай орехов, то на следующий год их почти не будет. Зато богато уродится хлеб. Хорошая погода на праздник, зима будет короткой, а весна ранней. Найти двойной или тройной орех в день праздника, к большому богатству. На небе бледные звезды, к ясной и сухой погоде на всю неделю.
Считалось, что если журавль улетит на юг к третьему Спасу, то значит праздник Покрова будет морозным.